12-13 хвилин молюсь і 15 хвилин роблю зарядку. Це є. Украинский дом и Европейская площадь, на которой с 2014 года развиваются флаги Объединенной Европы. А в Украинском доме собрались проевропейские политики, как они сами себя называют, чтобы помолиться. Но так было не всегда. Европейская площадь называлась площадью Ленинского комсомола, а Украинский дом был филиалом Центрального музея Ленина. А украинские политики были членами Компартии, отстаивающие интересы, идеалы атеизма и материализма. Сегодня все по-другому. Нам потрібно побудувати всю систему нашого життя, українську владу на основі законів Творця. Церква була відділена від держави, тому що, можливо, були такі обставини у людства, коли це треба було зробити. Чи може бути успішною держава, чи може бути успішний народ, якщо управління країною є бездуховним? Дуже правильний сигнал, який почують українці, віруючі люди. Про те, що нам необхідно зміцнювати родину. В одном ряду в бывшем доме Ленина, об идеях которого здесь напоминает каждый кирпич и форма, собрались те, кто управляют сегодняшний постсоветской Украиной. Они еще помнят серпы и молоты на своих документах, но повсюду утверждают, что герб Украины нравится им больше, но еще больше им нравятся идеи Олександра Турчинова. Будувати країну на вічних євангельських цінностях. В основу цього фундаменту повинна бути віра, відповідальність і благословенна Богом сім'я. Але прикриваючи захистом прав людини, суспільству нав'язують ідеологічні антихристиянські штампи. Ми повинні прибрати ідеологеми з наших законів, відновивши використання терміну «стать» замість нав'язаного нам штучного терміну «гендер». Так что же такое гендер? Это понятие предназначено для критики обычных представлений о биологии как судьбе и отсылает к идее гендерного равенства. Или, проще говоря, если бы не гендерные исследования, не стоять бы сейчас Юлии Тимошенко за трибуной и рассказывать и рассуждать о судьбах Отечества. Ми не маємо права підкориговувати природу. Основные политические игроки в Украине давно задекларировали, они верующие люди и сами хотят быть ближе к Богу. Вот, например, Петр Порошенко в рясе. А это газета Юлии Тимошенко, где на первой полосе изображен коллаж, который выполнен по всем канонам церковной иконоросписи, где вверху, если провести параллели, находится Богоматерь, которая затем представлена в различных ипостасях и образах, встречается со студентами, с молодежью, и в центре этой своеобразной иконы встреча с украинскими военными. А вот кандидатка в президенты Ольга Богомолец, член фракции «Блок Петра Порошенко», пошла еще дальше. Ее, кстати, называют одним из технических кандидатов в президенты, который должен конкурировать с Юлией Тимошенко. Так вот, она на своем календаре, который распространяет по палаткам, разместила вот прямо иконы Богоматери, но подписаны эти иконы самой Ольгой Богомолец. Но все эти картинки ничего бы не значили, если бы Тимошенко и Порошенко не были топ-политиками страны, а Ольга Богомолец не занимала бы должность главы комитета Верховной Рады. И от их решений зависят судьбы миллионов людей. Именно поэтому мы решили посмотреть на форум семей с точки зрения, что же у этих людей в головах и как же они представляют себе современную украинскую политику. Створити з вами країну, суспільство, яке покаже і Україні, і світу, щоб це бути прикладом для інших, тому що це буде побудовано на правильних законах, на правильній вірі і на правильних цілях. Обратите внимание, речь о правильных законах и о правильной вере. Слава Господу нашему и слава Украине! Аналогичное видение будущего Украины представил и Турчинов, бывший соратник Тимошенко, а сейчас уже он соратник Петра Порошенко. Единственное, что Турчинов в свой образ будущего нашего государства добавил еще немного глобального вектора. Стратегічний пріоритет – європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Більше того, допомагаючи країнам Європейського Союзу зберегти християнський фундамент, що свого часу став основою їх розвитку і безпеки. А вот интерпретация будущего от кандидатки Ольги Богомолец. Она считает, что Украина имеет шанс стать первым государством в Европе, которое отстояло семейные ценности. А теперь посмотрим на карту Киева. Когда-то здесь было 3 гей-клуба, сейчас остался 1, остальные закрыты. Да, возможно, это происходит из-за экономических причин, но не только. И нападают, и бьют, и выслеживают. Например, недавно толпа подростков на Крещатике напала на гея именно из-за его сексуальной ориентации. Парня 3 раза ударили ножом в грудь и пробили легкое. Просто чтобы люди увидели, насколько вот высок уровень гомофобии, да, в стране, в принципе, и насколько люди могут быть жестокими. Я надеюсь, что людям эта история сможет как-то помочь. Эй, парад! На Москву! Каждый год в Киеве проходит прайд в защиту равноправия, и каждый год его охраняют тысячи полицейских, так как желающих избить других людей предостаточно. Откуда берется такая агрессия, спросите вы? А вы еще раз послушайте то, о чем говорили украинские политики раньше, и с какой интонацией их консультанты говорят о меньшинствах по телевидению. Потому что Белая Америка, которая была маргинализирована Обамой, так сказать, на протяжении 2 терминов, вот этими всеми меньшинствами, черными, там, геи, квиры и так далее, трансгендеры, средний класс белый сказал: матит, мы же не хотим жить среди этих меньшинств. Но несмотря на откровенно гомофобную позицию называющих себя европейскими политиками Тимошенко, Порошенко, Богомолец, Турчинова, есть и другие примеры в украинском обществе. Не политические, а скорее социальные. В 2018 году священник Украинской греко-католической церкви Назар Заторский выступил в поддержку марша равенства. Пропагандировать можно идеологию, а сексуальное возбуждение вызывается неконтролируемым выбросом гормонов, которые приводятся в действие не пропагандой, а чем-то другим. С другой стороны, если гомосексуальность естественна, то чего столько крика по поводу пропаганды естественного порядка вещей? А вот пример, и он тоже из религиозной сферы, епископ Владимир Вільде. Сексуальність як така є тим, що було створено Богом для того, щоб людина могла виявляти свою любов, для того, щоб людина могла отримувати насолоду в любовних стосунках. А всі люди не обирали, чи бути їм гомосексуалами, бісексуалами, гетеросексуалами. Спочатку відбувся процес декриміналізації гомосексуальності, коли в законодавствах різних європейських країн були вилучені параграфи, які передбачали покарання за гомосексуальність. Потім відбулася депатологізація гомосексуальності, коли медики, психологи, сексологи сказали про те, що гомосексуальність не є відхиленням, гомосексуальність не є якимось розладом або проблемою, гомосексуальність – це є норма. А следующий пример совершенно не соотносится с тем образом, который рисуют украинские политики, отказываясь видеть разнообразие в обществе, в том числе в вооруженных силах. Художник Антон Шебетко рассказывает о бойце батальона «Донбасс» Викторе Пилипенко, который стал героем не только фронта, но и правозащитного движения Украины. Когда Виктор совершил камин-аут, и один из героев, который там на ленте с открытым лицом, как бы даже у людей как-то ломается шаблон, как они воспринимают Героя Украины, потому что есть же этот образ, что Герой Украины, он как выглядит? Это 25-летний парень, который с голыми руками на танк лезет, а на самом деле не все герои такие. Идея художника Шебетко в том, что героями его проекта стали представители ЛГБТ, которые участвовали в АТО и сейчас участвуют в операции Объединенных сил в различных ипостасях – солдаты, добровольцы, волонтеры. Но из всех участников только 2 согласились позировать с открытыми лицами, остальные боятся, и поэтому их камуфляж не только военный, но и для повседневной жизни. Люди должны скрываться от критики в свой адрес. На этих выборах нет ни одного кандидата в президенты, который пообещал бы бороться за права меньшинств. Мы говорили с несколькими из них, и аргумент простой. Вот решим главные проблемы и перейдем к этому. Ясное дело, что кандидаты опираются на данные социологов, и каждый может увидеть, что украинцев проблема с правами ЛГБТ-сообщества не интересует. В Мариуполе и в Славянске мы задали людям, прохожим на улицах, по 2 вопроса. Звучат эти вопросы по-разному,
но смысл их один и тот же. И вот какие ответы мы получили. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к введению в Украине гражданского партнерства? Все правильно, прогресс, идем в Европу. И второй вопрос, как вы относитесь к однополым бракам? Очень отрицательно. Он не продуман ни Богом, ни людьми. Люди хотят узаконить свои отношения, пусть узаконят. Ну, это не традиционно, это не нашей православной веры. Не знаю, я против. Однополым браком вообще против. Я считаю, это личное мнение людей. Нехорошо. Брак состоит из мужчины и женщины. Вы имеете в виду геев или что? Да нет, к этому я не очень хорошо отношусь. Ну, считаю, что это как-то не совсем нормально. Я за регистрацию брака. Гражданское партнерство? И второй вопрос, как вы относитесь к однополым бракам? Ничего против не имею. Я не могу вам по этому поводу ничего сказать, потому что я 35 лет замужем. И я считаю, что институт брака, он себя оправдывает. Партнерство, может быть, для молодежи. Но если им так нравится, пусть так будет. Все зависит от самих, от самой пары. Хотят они такого или брака настоящего, или так. Ой, ужасно отношусь. Можете рассказать? Очень отрицательно. Ну, я считаю, что это все-таки в нас заложено, христианство изначально. Вот эти все однополые браки, это нонсенс, это вообще неестественно все. В принципе, нормально. А ты как? Нормально. Можно не отвечать? Не очень. Ну как? Я человек толерантный, конечно, но я не считаю это нормальным. Ответы наших сограждан – это следствие или причины для гомофобных заявлений украинских политиков? На правильных законах, на правильной вере. Тогда кто же и как разорвет этот порочный круг в Украине, ставший на путь евроинтеграции, который, кстати, предполагает следование европейским ценностям? Статья 2 Договора о Евросоюзе. Ценностями, на которых основан Союз, являются уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для совокупности государств-членов и характеризуются плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством между женщинами и мужчинами. Разве избитый парень, которого мы показали, изменит свою сексуальную ориентацию после такого грубого и агрессивного нападения? Или, может быть, кто-то изменит свою ориентацию после увиденного прайда в центре Киева? Что же предлагают украинские политики тем гражданам, которые попадают в категорию неправильных? Например, мне 36 лет, и моему другу Денису тоже 36. У меня нет детей, а у него их уже 3. Я, конечно, понимаю заботу и желание помочь украинских политиков Порошенко и Тимошенко мне, но дело в том, что это же не их недочеты или наоборот не их достижения, что у кого-то есть дети, а у кого-то нет. Если стране нужны новые граждане, как говорит Турчинов, тогда, может быть, стоит открыть границы и принимать беженцев или создать такие бизнес-условия, чтобы наши заробитчане вернулись из-за границы и стали работать здесь, у себя дома. Как наше процветание связано с абортами или с родами, о которых как о единственной панацеи говорили на этом форуме. Тому що сім'я Богом установлена інституція. Ми не повинні допустити, щоб хтось руйнував її. В России подобные украинские семейные законы в парламенте тоже вызывали неоднозначную реакцию. Один из оппозиционных телеканалов выпустил фильм «Этюды свободы». В эпизодах авторы моделируют ситуации, исходя из самых мрачных прогнозов развития нравов и настроения внутри страны. Нарушение интимного пространства и тайны личной жизни – это лишь некоторые симптомы этой болезни. И люди тоже очень опытные. Такие вы клевые. Если вырваться из собственного замкнутого круга эгоцентризма и оглянуться вокруг, то окажется, что мир другой, и это уже не музей Ленина, и мы не на площади Ленинского комсомола. И сегодня у политиков есть все возможности, чтобы на практике изучить, а главное воплотить в жизнь те европейские ценности, которые они декларируют на своих билбордах.